1912 году 3 молодые женщины стояли перед мельницей и позировали для фотографии, не придавая этому особого значения. Но 100 лет спустя ученые увеличили изображение и обнаружили шокирующую деталь, которая их ошеломила. Фабрика в Порт-Милле гудела от оглушительного грохота машин, воздух был насыщен хлопковыми хлопьями, которые плавали в плохо проветриваемом помещении. Перл Тернер поправила платье и выпрямила спину. Фотограф попросил их выйти на минутку. «Поторопись, Перли», — поторопила ее старшая сестра Виола, разглаживая свое простое платье. «Мистер Химмель сказал, что мы не можем отлучаться со своих станций больше, чем на несколько минут». «Иду», — ответила Перл, стараясь не закашляться, когда они вышли на редкий свежий воздух. В свои 9 лет, хотя всего через пару месяцев ей должно было исполниться 10, Перл уже 3 года проработала на фабрике, и ее маленькие пальчики быстро освоили опасную технику, необходимую для управления предельной машиной. Мужчина с фотоаппаратом, Томас Химмель, разместил девушек перед бухгалтерией фабрики. Перл стояла слева, ее темные глаза были не по годам зрелыми, а выражение лица мрачным, но исполненным достоинства. Справа стояла 14-летняя Виола, которая уже проявляла признаки усталости, которая, казалось, исходила из самых ее костей. Между ними была Пенелопа, 12-летняя соседка, работавшая на том же этаже. «Стойте спокойно», — приказал мистер Химмель, исчезая под черной тканью, которой была прикрыта его камера. Мгновение спустя сверкнула вспышка, и снимки девушек запечатлелись навсегда. 3 молодых застывших лица на фоне завораживающего рабочего места, которое поглотило часы их детства. Никто из них не мог знать, что эта единственная фотография проживет более 100 лет, и когда она вновь появится в мире, откроет нечто шокирующее с научной точки зрения. Перл бросила последний взгляд на мужчину с фотоаппаратом, прежде чем последовать за сестрой обратно на фабрику, наполненную непрекращающимся шумом и летающими хлопьями, которые в ближайшем будущем будут иметь ошеломляющие последствия. Более века спустя профессор Соня Абернати оторвала взгляд от своего компьютера и увидела, что в дверях стоит ее ассистент-исследователь Маркус с папкой в руках, на лице которого написано волнение. «Что вы нашли?» — спросила она, снимая очки для чтения. Маркус подошел к ее столу и открыл папку. «Это из коллекции Томаса Химмеля, которую мы оцифровывали. Это фотография 1912 года. 3 девушки с мельницы в Гастонии». Соня изучала снимок. 3 молодые девушки с застывшим выражением на лицах, стоящие перед чем-то вроде офиса. «Что вы об этом думаете?» «Мы видели сотни фотографий детского труда Химмеля. Взгляните на эту». Маркус указал на девушку слева. Согласно записям Химмеля, это Перл Тернер, которой не исполнилось и 10 лет, и которая уже проработала на фабрике 3 года. Но это не самое удивительное. Он перешел к другому документу. Я нашел ее некролог. Она прожила до 1964 года. Это необычно для работников фабрики той эпохи, особенно для тех, кто начинал в столь юном возрасте. И это еще не все. У нас есть записи интервью с ее детьми за 2006 и 2007 годы. Соня наклонилась вперед. В ней проснулся интерес. Днем она работала профессором, а в свободное время – архивариусом, собирая детали прошлого для исследований и проведения досуга. Недавно она отправилась в путешествие по историческим временам, когда детский труд был более распространен. Тема была в целом удручающей, но она сдержала свои эмоции и встретилась с ними лицом к лицу. Маркус, ее ассистент-исследователь, был полон энтузиазма, совсем не похожий на нее саму. Он всегда обращал внимание на мелкие детали, но никогда не настаивал на глубоком исследовании, если только это не было действительно актуальным. Этот новый случай, казалось, определенно имел какое-то значение, по крайней мере для него.
Можем ли мы использовать программное обеспечение для распознавания лиц на архивном изображении, чтобы получить больше информации? Маркус умолял, почти взволнованный, или, по крайней мере, слишком взволнованный в этот момент. Если бы мы могли улучшить эту фотографию, это действительно помогло бы нашим исследованиям. Я подготовил письмо с просьбой «Все, что мне нужно, это ваше разрешение». Соня еще немного поразмыслила над его просьбой, прежде чем ответить коротким кивком. Необычно возбужденное состояние Маркуса было редким, но интригующим зрелищем. По какой-то причине это дало ей надежду на новаторское открытие. Она и не подозревала, насколько это подтвердится в ходе их исследований. 3 недели спустя Соня смотрела на экран своего компьютера, сравнивая улучшенное изображение с другими статьями и изображениями из базы данных Томаса Химмеля. Когда ничего существенного не обнаружилось, она продолжила поиски в других областях, например, в архивах ткацких мастерских и медицинских журналах. Маркус проделал основную работу, отследив и опросив всех, кто имел отношение к странному снимку. Сначала задача состояла в том, чтобы изучить изображение и выяснить личность Пенелопы, поскольку она была единственной из 3 девушек, у которой не было дополнительной истории. Однако, чем больше они изучали, тем больше их внимание переключалось с Пенелопы на Перл, самую молодую на фотографии. По какой-то причине пара заподозрила что-то странное в ней и ее истории. Соня увеличила изображение Перл, внимательно рассматривая каждую деталь ее внешности. Она изучила свое лицо, оттенок кожи, волосы и осанку при ярком освещении, подобрав каждую деталь с помощью медицинских журналов, разложенных на ее столе. После 2 дней попыток она, наконец, совершила прорыв. Передовая университетская система цифровой обработки изображений позволила выявить на оригинальной фотографии нечто такое, что оставалось незамеченным более века. Ее сердце бешено заколотилось, когда она осознала значение того, что они обнаружили. «Это меняет все, что, как мы думали, мы знали о состоянии здоровья работников текстильной фабрики», прошептала она, потянувшись за телефоном, чтобы позвонить Маркусу. «Соедините меня с доктором Гарольдом из отдела истории медицины». В тот вечер Соня обратилась к аудитории, заполненной профессорами и историками, многие из которых были выходцами с факультета истории медицины. За ее спиной на огромном экране проецировалась фотография Томаса Химмеля 1912 года, увеличенная цифровым способом, чтобы показать детали, невидимые невооруженным глазом. «Приветствую всех», — начала она. «То, на что вы смотрите, возможно, является одним из самых значительных исторических медицинских открытий десятилетия. 3 молодые девушки, сфотографированные возле Порт-Милл в Гастонии, Северная Каролина, в 1912 году. Как и тысячи детей того времени, они работали долгие часы в опасных условиях, постоянно вдыхая хлопковые волокна и пух, что обычно приводило к респираторным заболеваниям и ранней смерти. Она перешла к следующему слайду, на котором было увеличенное изображение лица Перл Тернер. Зрители подались вперед на своих сиденьях, стараясь разглядеть мельчайшие детали, обнаруженные ее командой. Используя передовые технологии визуализации, разработанные для реставрации произведений искусства, мы изучили эту фотографию с беспрецедентной детализацией. То, что мы обнаружили в структуре лица и видимых отметинах на коже этой 9-летней девочки, говорит о том, что Перл Тернер обладала генетической вариацией, которая ранее не была задокументирована. По залу прокатился ропот. Профессор Лоусон, ведущий генетик, недоверчиво покачал головой. Но вместо того, чтобы поделиться своими сомнениями, он дал Соне возможность продолжить. Согласно собранным нами медицинским записям, Перл Тернер дожила до 66 лет, что было удивительно долгим сроком для человека, который начал работать столяром в возрасте 6 или 7 лет. Однако ее сестра Виола,
она указала на девушку справа на снимке, умерла от туберкулеза всего через 4 года после того, как была сделана эта фотография, в возрасте 17 лет. И так же, как и она, 4 из 8 братьев и сестер умерли, не дожив до 20 лет. Это неравенство внутри одной семьи вызвало у нас первоначальные вопросы. Соня перешла к следующему слайду, на котором были показаны медицинские диаграммы. Я полагаю, что у Перл Тернер была редкая генетическая вариация, которая обеспечивала повышенную устойчивость к повреждающему воздействию текстильных частиц на легочную ткань. Я предполагаю, что у нее был вариант гена MC1R, который, как правило, отвечает за регулирование тона кожи и других генетических изменений у людей. Соня подчеркнула свой аргумент, указав на разницу в цвете кожи у двух сестер на фотографии. На первый взгляд можно подумать, что Перл была индуской по происхождению из-за ее темной кожи и мелированных волос. Однако в случае с профессором Абернати это было не совсем так. Исследования показали, что помимо обычных проявлений на коже и в глазах, у некоторых людей с определенными вариантами MC&R чувствительность к боли ниже, спокойно сказала она, надеясь, что она попала в точку. Обратите внимание на эти едва заметные черты лица, слегка расширенный носовой проход и уникальный рисунок складок вокруг глаз. Это свидетельствует о том, что, как мы теперь полагаем, это адаптивная черта, возникшая в ответ на условия труда на производстве. Мы не знаем как, но гены Перл были каким-то образом запрограммированы на то, чтобы противостоять разрушительному воздействию работы на фабрике. Маркус поприветствовал присутствующих, прежде чем вступить в разговор. Хотя это всего лишь один документально подтвержденный случай, профессор считает, что он указывает на интересную возможность. Адаптация человека к промышленным условиям происходила гораздо быстрее, чем мы ранее считали возможным. Эта небольшая встреча ознаменовала только начало. Хотя ученые были ошеломлены этим новым открытием, они искали дополнительную информацию, которая могла бы помочь им в дальнейших исследованиях. Именно на этом пути к дальнейшим открытиям они невольно наткнулись на более шокирующие находки. Через несколько месяцев Соня постучалась в дверь Рэйчел Хортон, дочери Перл Тернер, которой сейчас за 70. Пожилая женщина пригласила ее в скромную гостиную, украшенную семейными фотографиями разных поколений. Рэйчел дрожащими руками держала увеличенное изображение своей матери в детстве. «Мама так и не поняла, почему она пережила всех своих братьев и сестер», — тихо сказала она. «Раньше она говорила, что просто была упрямой». Соня улыбнулась. «Упрямая, да, но в то же время особенная, о чем она и не подозревала. Организм вашей матери обладал уникальным свойством справляться с приемами пищи, о чем мы только сейчас начинаем догадываться». Рэйчел нежно прикоснулась к фотографии. Путешествие в прошлое было горько-сладким. Она рассказала Соне все о своем детстве, по крайней мере то, что она помнила о нем. Перл Тернер вышла замуж за своего отца, Фрэнка Дженкинса, когда ей было 19 лет. Пара была разнорабочей, и их жизнь была сосредоточена вокруг фабрики. Когда родилась ее старшая сестра Сара, Перл уволилась с работы на фабрике. 3 года спустя в семье появилась Рэйчел, которая укрепила их семью из 4 человек. Подрастая, девочки ни в чем не испытывали недостатка. Владельцы мельницы заботились об их доме и школе. Кроме того, в этом дружном районе все друг друга знали. Рэйчел описала эту связь как никто другой, рассказав, как они могли объединять ресурсы для нуждающихся соседей без каких-либо условий. Жизнь была для них приятной. Но, к сожалению, на этом пути были препятствия, особенно для Перл, которая время от времени испытывала проблемы с дыханием. Рэйчел росла, наблюдая за постоянным ухудшением состояния здоровья своей матери. В то время как ее отец продолжал работать на фабрике, Перл всегда оставалась дома, проводя время с друзьями и вяжа одежду для Рэйчел и Сары. Сара. Это всегда было жалкое зрелище. Рэйчел призналась, что почти ничего не знала о семье своей матери.
Истории о семье ее отца были ясны, как божий день. Однако семья ее матери всегда была окутана болью и мраком. К моменту рождения Рэйчел почти все родственники Перл по линии матери умерли. После смертельной борьбы с подагрой отец Перл скончался. Мать Перл, пережив шок, умерла от инсульта несколько недель спустя. Саре было всего 2 года, когда случилась эта череда несчастий. Как и у ее бабушки и дедушки, дальние родственники Рэйчел со стороны матери были либо потеряны, либо вышли замуж, либо умерли. Она всегда относила эти несчастья на счет бурного индустриального прошлого. Но у Сони были для нее потрясающие новости. Гены мамы Рэйчел были почти такими же, как у Супермена, особенно ее регенеративные свойства. Рэйчел мельком взглянула на фотографию Перл, о существовании которой до сих пор не подозревала. Даже несмотря на то, что она выглядела почти выцветшей, она без труда узнала маленькое личико своей матери. Подумать только, эта маленькая девочка начала привыкать к этим опасным машинам в столь юном возрасте. Что еще хуже, пребывание в этих суровых условиях привело к разрушительным последствиям для нее и ее семьи на десятилетия вперед. При этой мысли у нее защемило сердце. У нее всю жизнь были проблемы с дыханием, но в отличие от своих братьев и сестер, она продолжала жить. «Вот что делает ее такой необыкновенной», — ответила Соня. Несмотря на повреждения легких, в ее организме были механизмы, которые позволяли ей восстанавливать ткани так, как не могли другие. Мы считаем, что некоторые из этих черт она передала вам и вашей сестре Саре. Рэйчел подняла голову. Сара скончалась в 2008 году. Она всю жизнь страдала астмой, но тоже дожила до 82 лет. «Замечательно», — пробормотала Соня, делая пометки. «А вы?» «У меня были свои проблемы», — призналась Рэйчел. «Но я здесь». С разрешения Рэйчел команда Сони собрала образцы ДНК и сравнила их с историческими записями и историями болезни других семей работников фабрики. Результаты превзошли даже их ожидания. Вернувшись в исследовательскую лабораторию университета, команда ученых провела часы, изучая образцы тканей под микроскопом. Как объяснила Соня, в ДНК-тесте Рэйчел были обнаружены генетические маркеры, которые подтвердили их гипотезу. Это была генетическая адаптация, которая позволила улучшить регенерацию легочной ткани и защитить клетки от повреждения частицами. И все потому, что мы увеличили изображение фотографии столетней давности, изумился Маркус. Если бы Томас Химмель не запечатлел этот момент, эти девочки были бы просто еще 3 забытыми работницами детского труда, закончила Соня. Вместо этого они открыли нам окно в мир человеческой адаптации, которое могло бы помочь нам разработать новые методы лечения профессиональных заболеваний легких. После того, как Соня поделилась своими открытиями, слухи об этом распространились по медицинским и научным отделам. Осенью Соня уже выступала перед переполненной аудиторией на научной конференции по исторической эпидемиологии в Бостоне. Это открытие преобразило и саму старую фабрику «Портет». В настоящее время здесь расположены высококлассные кондоминиумы, а также небольшой музей, посвященный промышленному прошлому. В центре главной экспозиции размещена большая фотография Томаса Химмеля, окруженная историей открытия и его последствиями. Туристы собрались вокруг, пока гид объяснял их значение. Вскоре все в научном сообществе перешептывались о Перл Тернер, молодой девушке, обладавшей генетической вариацией, которая позволила ей выжить в условиях, убивших многих ее сверстников, включая ее собственную сестру. К 2015 году исследования Сони превратились из исторического курьеза в прорыв в медицине. На конференции по медицинским исследованиям в Атланте она выступила перед группой ученых и фармацевтических исследователей. Состояние Перл, которое они в совокупности назвали адаптацией Тернера, было представлено как специфическая генетическая вариация,
усиливающая механизмы восстановления клеток в легочной ткани, подверженной воздействию опасных частиц. Это открытие уже привело к созданию 2 экспериментальных методов лечения профессиональных заболеваний легких, оба из которых были многообещающими. Некоторые критики утверждали, что профессор Абернати и ее команда уделяют слишком много внимания одному единственному случаю. Но Соня старалась не обращать внимания на голоса сомнений, звучащие вокруг нее. Для нее наука часто начиналась с одного единственного наблюдения, которое не укладывалось в ожидаемую схему. Ее связь с этим случаем была совершенно очевидна. Перл Тернер жила в то время, когда ее братья и сестры умерли молодыми. Эта аномалия заслуживает изучения. То, что мы обнаружили с начала нашего исследования, сходные генетические маркеры у потомков промышленных рабочих с Юго-Востока, подтверждает наши первоначальные выводы. Она рассказала об этом комиссии по расследованию, когда ее вызвали на допрос. Я не думаю, что преувеличиваю этот случай. К 2022 году были завершены клинические испытания, и первое лечение, основанное на адаптации Тернера, было одобрено для широкого применения. Это событие попало в заголовки медицинских и научных бюллетеней, ознаменовав начало новой эры изменений в области профессиональных заболеваний легких. Под заголовком была фотография Томаса Химмеля, на которой 3 молодые девушки стояли перед зданием, выражение их лиц было серьезным, а будущее — неопределенным. Соня извлекла из этой ситуации важный урок. За каждой исторической фотографией, за каждой статистикой о детском труде и производственных условиях стоят реальные дети с настоящими телами, пытающиеся выжить. Некоторые, как Виола Тернер, не смогли адаптироваться достаточно быстро. Другие, как Перл, нашли способ, даже не осознавая этого. Что вы думаете о печальной истории Перл и ее вкладе в науку? Оставьте ответ в комментариях ниже.